Друзья, всем огромный привет! Сегодня сделаем подборочку полезных идей из канцелярского зажима, или как его по-другому называют, биндер. Что получится, давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра! Первая идея у нас будет для вот такой вот старой кисточки. Я ее хотя промываю растворителем постоянно после каждого использования, но она уже старая и уже использована многократно. Теперь она уже даже внутри где-то подсохла. Но дадим ей вторую жизнь. Берем отверточку, поджимаем. Быстренько это все снимается. Теперь нам понадобится дощечка. Берем зажим, берем шуруповерт со сверлом и делаем два отверстия. Чтобы получилось примерно вот так. Берем, выставляем. Взял два самореза, в моем случае это два клапа. Устанавливаем на рукоять и закрепляем саморезиками. Аналогично поступаем со вторым. Берем кусочек поролона, сжимаем его вдвое, вставляем в зажим. Получилась вот такая вот кисточка. Демонстрирую. Окунаем и наносим. Цвет какой-то интересный. После использования берем любой пакетик и скидываем ее туда. Все. Но получился многоразовая кисть. Как видите, стол у меня повидал много всяких чудес, но иногда не хочется уже его больше портить. Много работы иногда с паяльником, и кладется на стол, и стол жгется. Берем также канцелярский зажим, выставляем паяльник, все, подставочка готова. Также можно сделать легко и просто, быстренько подставку под телефон. Просто зажимаем и устанавливаем. Все, телефон стоит. Но это, конечно, грозит чревато для экрана. Так лучше не делать. Вторая скрепка. Зажим. Вставляем его вот так. Зажимаем. Переворачиваем. Устанавливаем. И у нас с вами получилась прекрасная, быстрая стоечка. Не, ну это фигня все. Можно также использовать зажим, но для этого нам понадобится суперклей, кусочек наждачной бумаги. У меня, как видите, старенькая. Отрежу сейчас две полосочки. Капаем немножечко суперклея. Берем наши две полосочки и две полосочки этих зажимаем. Оставляем высохнуть. Клей высох. Теперь берем нашу линейку, зажимаем нам на нужной величине, и теперь можно смело делать одинаковую разметку. Также можно легко и быстро переставить на другую величину. С какой удобно стороны. Она теперь не скользит. Если просто сделать, она немножко, конечно, скользит. А за счет наждачной бумаги она плотненько прижимается. Если плотно поставить, то получится угол 90 градусов. Ну а для следующей идеи нам понадобится брусочек. В моем случае это склеенный брусок. Остался у меня от остатков предыдущих роликов делал. Также берем две скрепки. На одной снимаем. И на другой снимаем. По одной штучке. Сейчас здесь уберу лишнее болгарочкой с двух сторон. Либо УШМ, кому как больше нравится. На бруске сделал с двух сторон небольшие выемки. Это легко делать, спилочкой пропилил и стамесочкой убрал, чтобы она ставилась вот так. Взял такие вот саморезы с пресс-шайбой и буду сейчас закручивать. Вернее, пробовать.
Ну а в процессе я понял, что использовать лучше всего простые обыкновенные клапы. И получилось у нас вот такое вот чудо. Теперь берем наждачную бумагу, я ее уже оторвал по ширине. Заводим один край с одной стороны и другой край с другой стороны. У нас с вами получился вот такой вот брусочек, с которым теперь нам легко будет шлифовать поверхности. Делается за 5 секунд. Наждачную бумагу всегда можно поменять двумя нажатиями кнопочки. Проецируем, как будто мы находимся дома. Устанавливаем штуки 3-4 зажима. Я думаю, это всем знакомо с проводами, когда проблема. Открываем одну штучку, вставляем провод и закрываем ее обратно. Также можно поставить и зарядку от телефона. И другой любой кабель. Берем удлинитель. Включаем его в розетку, и теперь мы можем подключить любой электроприбор за считанные секунды. Да, скрепки настолько универсальны, что пригодятся любой хозяйке. Также вот остатки кофе можно легко и быстро завернуть, и аромат они свой сохранят на долгое время. Также можно делать с открытыми пакетиками из-под чипсов и из-под чего хочешь. Есть зубная паста, тюбики неудобно, не беда. Делаем вот такое движение, зажимаем также зажимчиком, и теперь у нас гораздо удобнее пользоваться. Собрались в поездку, и на бритве защитного колпачка также выручит зажим. Когда работаешь в мастерской, отвертки валяются под рукой, они могут мешаться. Это не беда. Помогут скрепки, канцелярские зажимы. Выставляем, ставим отверточку и прекрасно работаем. Ну, у нас с вами получилась вот такая вот подборочка из зажимов. Я думаю, что это раскрыт не весь их потенциал. Если есть идеи, обязательно пишите это в комментарии. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Всем вам желаю крепкого здоровья, добра, любви и удачи. Пока-пока!